Фьорды Северной Норвегии не замерзают даже в самую суровую зиму, благодаря теплому течению Гольфстриму. Сюда на зимовку приплывают миллиарды сельдей, а вслед за ними плывут касатки. Касатки – умные животные. У них всегда есть план, как добыть себе еды. Они сгоняют сельдь в более плотные косяки и гонят ее поближе к поверхности. Затем наносят мощный удар хвостом. Тем самым они оглушают рыбу, и им остается только собрать ее. Иногда на этот пир приплывают гиганты – горбатые киты. Они заходят к косяку снизу, затем резко выныривают. Они могут заглотить до 100 килограммов рыбы за раз. Касатки. Невероятно умные и изобретательные охотники. У Фолклендских островов эта самка научилась интересной технике охоты. На островах обитает множество морских слонов с детенышами. Во время прилива образуется бассейн, защищенный скалистым барьером от хищников. Идеальное место для детенышей, которые учатся плавать. Но касатка нашла узкий проход в этот бассейн и осторожно пробирается по нему вместе со своим детенышем, опасаясь сесть на мель. Плавник над поверхностью воды сигнализирует о приближающейся опасности. Но детеныши тюленей еще не сталкивались с касаткой и не понимают, что находятся в смертельной опасности. Одно неловкое движение, и детеныш пойман. Затем мама касатки аккуратно относит его на глубину, чтобы там съесть. Для решения более сложных задач касатки охотятся группами. Тюлени спасаются от хищников на льдинах. Им кажется, что они в безопасности. Касатки осматривают место, а затем применяют удивительную технику. Создавая волну, они раскалывают льдину. Чтобы ничего не мешало нанести второй удар, хищники могут вытолкать льдину на более открытое пространство. Затем последует второй удар. Оказавшись в воде, у тюленей почти нет шансов выжить.
Дельфины очень умные животные и крайне любопытные. Их легко заинтересовать чем-то новым. Команда ученых решила провести интересный эксперимент. Они его еще не начали, а молодой дельфин уже заинтересован. На дно положили специальную установку, выпускающую кольца воздуха. И стали наблюдать. Все новое пугает, и дельфины поначалу с опаской наблюдали за интересным явлением. И когда первый из них отважился на контакт с кольцом, развлечение началось. Кто-то сбивал кольца хвостом, кто-то плавником, но больше всего им нравилось кусать их. Во время отлива реки обнажают илистые берега. Местные дельфины научились уникальной технике охоты. Косяк рыбы они сбивают в кучу, а затем синхронно выталкивают его на берег. Такую быструю рыбу поймать гораздо легче на берегу. Она практически беспомощна, и можно легко ее съесть. Этим пользуются и местные птицы. Для них это отличный шанс набить желудок. Рыбу в воде дельфинам трудно поймать. Поэтому они постоянно придумывают различные способы рыбалки. Например, эти взбалтывают в воду, поднимая ил со дна, и постепенно сужают кольцо. Рыбы внутри, видя, что стена ила сужается, начинают просто выпрыгивать за ее пределы. А дельфинам остается лишь открыть рот и ждать, когда туда прилетит рыбка. Ребят, я создал телеграм-канал, на котором показываю видео о последних катастрофических событиях, таких как недавний мощный торнадо в США, град гигантских размеров и ураганы в Китае. Различные необычные видео про животных, есть посты про мистику, например, какая-то странная молния, и многое другое. Прошу вас подписаться и заценить канал, отписаться всегда успеете. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии.